Это была сцена, которую трудно забыть. Лицо человека, который получил оповещение о том, что его собственная компания, которую он создал, прекратила с ним полное сотрудничество из-за обвинений в связи с несовершеннолетней. В последние дни Док находится на повестке дня, и его история все еще продолжается. Многие от него уже отвернулись, и контракты с ним были разорваны. Об этом обсуждают во всех социальных сетях, но прежде чем мы перейдем к этому, давайте поговорим о том, кто такой Доктор Disrespect. Let's begin. It's time, Champions Club. Доктор Disrespect. Настоящее имя Гершел Бим начал свою карьеру, комментируя игры Call of Duty. Самобытный стиль, неординарные очки, мультикам и уникальный образ сурового, самоуверенного бойца – все это сразу же привлекло внимание аудитории. Но что делало его особенным? Он не просто играл, он создавал шоу, наполненное драматизмом, юмором и, конечно, дерзкими провокациями. С каждым годом количество подписчиков Доктора росло в геометрической прогрессии. Его стримы становились все более зрелищными, а каждое появление в прямом эфире – настоящим событием для фанатов. Он знал, как удержать внимание зрителей, экстравагантные костюмы, искрометные реплики и мастерски поставленные засады на противниках в играх. Док стал символом того, как можно сочетать умение играть и умение развлекать. Док принимал участие не только в стриминге, но и в разработке игр. Его опыт в сфере разработки помогал ему лучше понимать механики игр и транслировать этот опыт аудитории. Это добавляло глубины его комментариям и делало их более содержательными. Однако, именно стриминг оставался его главной страстью. В своих эфирах Док часто анализировал геймплей на глубоком уровне, объясняя сложные стратегии и тактики, что делало его контент не только развлекательным, но и образовательным для начинающих игроков. Кульминацией его стриминговой карьеры стал момент, когда Док установил несколько рекордов по числу одновременных зрителей на платформе Twitch. Это было свидетельством не только его умения увлекать публику, но и уникальной способности создавать и поддерживать напряженную атмосферу в прямом эфире. Его стримы становились масштабными событиями, к которым готовились заранее, которые обсуждались долго после их завершения. Влияние Доктора на индустрию стриминга сложно переоценить. Он был не просто стримером, он был новатором, чье влияние простиралось за пределы Twitch. Его стиль ведения трансляции перенимали начинающие стримеры, а его подход к брендингу и маркетингу изучались как важный урок в курсах по цифровому маркетингу. Док доказал, что стример может быть не только исполнителем, но и мощным брендом. Таким образом, восхождение Доктор Disrespect до вершин Twitch было не просто случайностью, это был результат его невероятной харизмы, глубокого понимания аудитории и умения создавать захватывающий контент. И казалось бы, это прекрасная история успеха, но у нее есть неутешительное продолжение. Несмотря на свои успехи, карьера Дока не была лишена скандалов. Одним из самых обсуждаемых моментов стал его временный бан на Twitch за трансляцию из туалета на выставке E3. Этот инцидент вызвал широкий резонанс и обсуждение о границах приватности и этики в стриминге. Но большинство его поддержало и не сочло нечто из вон уходящим. Но еще одним серьезным ударом по репутации стало признание Дока в неверности своей жене, что он сделал в прямом эфире, вызвав волну поддержки и критики со стороны его аудитории. Я хочу... У меня есть небольшое объявление. Я хочу быть с вами полностью честным, ребята. Как вы знаете, у меня есть красивая семья. У меня жена и ребенок. И... я хочу быть честным и искренним с вами. И... Я, наверное, уйду на время, чтобы сфокусироваться на... на своих идиотских ошибках. Мне нужно время, чтобы сфокусироваться на моей семье, и я просто хотел, чтобы вы знали это. И я извиняюсь перед вами, ребята. Я извиняюсь перед моими спонсорами на Twitch. Это не я. Это не то, что я представляю. И... это все. Но все это не разрушило его репутацию и тем более карьеру, и он продолжал делать то, что он делал лучше всего.
пока не всплыл один инцидент. 26 июня 2020 года на пике своей популярности Док был внезапно забанен на Twitch. Официальные причины бана так и не были разглашены, что породило множество слухов и спекуляций. Это решение оказало существенное влияние на его карьеру и финансовое положение. Официально заявление Twitch о запрете гласило, что они принимают соответствующие меры, если есть доказательства нарушений правил сообщества или условий пользования. Эти правила распространяются на всех стримеров, независимо от их статуса или известности в сообществе. Кроме того, Discord исключил его из партнерской программы. Сразу после этого Док заявил, что он не понимает причин своего бана на Twitch и подчеркнул, что его контракты все еще действительны. К марту следующего года стало известно, что они разрешили этот юридический спор и что он не вернется на платформу. Таким образом, спекуляции и растущий гнев по поводу решения Twitch только усилились в глазах широкой общественности. Но именно здесь все становится по-настоящему интересным. Потому что на протяжении последних 4 лет с момента своего запрета Док придерживается позиции, что это было несправедливо и что это очень сильно повлияло на его карьеру и возможность зарабатывать деньги. Все началось с того, что бывший сотрудник Twitch по имени Коди Коннорс написал в Твиттере, что его забанили из-за инцидента, связанного с секстингом или секс-перепиской с девушкой на Twitch Whispers. Он также упомянул о попытке встретиться с ней на TwitchCon, что стало общедоступной информацией. Это вызвало широкий резонанс в сети, и его друзья начали активно защищать его. Тристан Тейт выразил уверенность в невиновности Дока, говоря о том, что он понимает, как это быть успешным мужчиной, на которого женщины бросаются. Сам Док затем написал в Твиттере, что хотя он связан юридическими обязательствами из-за спора с Twitch, ему просто нужно подчеркнуть, что он не совершал никаких проступков и не нарушал законы. Он также добавил, что ему не выплатили компенсацию. В своем заявлении он упомянул предстоящий релиз DLC игры Elden Ring. Многие пользователи интернета считали это заявление сомнительным, а некоторые предположили, что его формулировка могла быть обусловлена юридическими обязательствами. И вот мы переходим к началу конца. В следующий раз, когда он начал трансляцию, предполагается, что он читал твиты от своей компании. Далее Док заявил, что не желает обсуждать эти обвинения, и до конца стрима он выглядел очень расстроенным, и даже говорил о том, что ему нужно отдохнуть от интернета в целом. Он хочет просто отойти от внимания. Вот тут и начнут падать настоящие молотки, когда его собственная игровая студия Midnight Society, которую он основал, объявила о прекращении отношений с ним. Они заявили, что несмотря на уверенность в его невиновности, после обсуждения с заинтересованными сторонами у них не осталось выбора, кроме как принять это тяжелое решение. Люди предполагали, что он узнал об этом во время стрима и заметили, что это сильно изменило его манеру поведения. Таким образом, это подтвердило, что руководство Midnight Society заглянуло за кулисы и не одобрило увиденное настолько, что решило принять меры. В результате люди начали шутить, предполагая, что Док мог заинтересоваться молодостью другого человека, и даже распространяли видео с его новыми заявлениями без цитаты. Все это вынудило Дока действовать, и он снова написал в Твиттере, что хочет прекратить это дерьмо, утверждая, что он всегда был честным и настоящим. Затем он извинился перед своим сообществом и подтвердил, что покидает свой пост в игровой студии. Все хотят знать, почему меня забанили на Twitch, но по независящим от меня причинам я не мог ничего сказать в течение последних нескольких лет. Теперь, когда два бывших сотрудника Twitch публично рассказали об обвинениях, я могу рассказать вам свою версию истории, связанную с запретом. Были ли на Twitch в 2017 году приватные сообщения с несовершеннолетним лицом? Ответ – да. Стояли ли за этими сообщениями реальные намерения? Ответ – абсолютно нет. Это были случайные взаимные разговоры, иногда переходившие грань уместности, но не более того. Ничего противозаконного не произошло, никакими фотографиями не делились. Не было совершено никаких преступлений, я даже не встречался с этим человеком. Я прошел через длительный арбитраж по гражданскому спору с Twitch, и дело было урегулировано путем мирового соглашения. Позвольте мне уточнить, что это не было уголовным делом против меня, и никаких уголовных обвинений против меня никогда не выдвигалось. С моральной точки зрения, я абсолютно точно возьму на себя ответственность. Мне не следовало начинать эти разговоры. Это моя вина. Это на мне, как на взрослом человеке, муже и отце. Этого не должно было случиться, я понимаю. Я не идеален, я сам виноват. Это было глупо. Тем не менее, Док хочет сказать, что он не хищник, что ему наплевать на своих, так сказать, ненавистников, и, наконец, дал понять, что не намерен никуда уходить. В действительности, этот твит сделал все еще хуже. Он сначала убрал слово «несовершеннолетний», затем, когда люди заметили это, он снова добавил его. Публичных доказательств против него не было. Twitch не собирался показывать переписку, потому как они посчитали, что это скажется на жертве. Единственным доказательствами послужил именно его твит, где он сам признал, что он общался на неподобающую тему с несовершеннолетней. Я не торопился делать это видео, потому что думал, как подойти к тем вопросам, которые я хочу поднять в этом видео. Большая часть интернета осуждает Дока, друзья отвернулись от него,
него. Один вообще сказал, что мы вовсе никогда и не были друзьями. Но есть непопулярное мнение, и это тоже обсуждают. Но громко заявить об этом боятся. Но я постараюсь его в полной мере озвучить. Из всех видео на эту тему, что я смотрел, нигде не упоминалось, что той самой несовершеннолетней было на тот момент 17 лет. Информация не подтвержденная, но многие предположили и даже уточнили, что 17,5. Поэтому я буду исходить из данного возраста. Если информация обновится, я выложу еще одно видео или пост. Итак, Снико после этого выложил твит и видео, что когда тебе 17 лет, 11 месяцев и 30 дней, ты можешь одним словом разрушить целую индустрию, а завтра заработать миллионы на той же самой индустрии. А также прошелся по Покимейн, которая осудила доктора. Он написал, что она не имеет морального права кого-либо осуждать, учитывая, что у нее на OnlyFans 13-летние мальчики, которые мастурбируют на нее. Его, конечно же, засрали по типу «как ты можешь защищать его?». Снико в принципе не пользуется большой одобрительной популярностью на Твиттере, но ведь есть же правда в его словах. Я знаю, что я хожу по тонкому льду, но я считаю, надо задаваться и подобными вопросами. Давайте тогда судим рок-звезд, а-ля из 70-х и 80-х за связи с такими несовершеннолетними, тогда практически никого не останется. Я по старой памяти помню интервью Микки Рурка, когда он впервые был в Москве, где он сам признавался, что забирал с собой 17-летних девочек. Вы можете задать вопрос, ты оправдываешь связь с несовершеннолетними? Я хочу сказать, что возраст согласия у половины штатов Америки это 16 лет, и что же все же есть разница между 13-летней девочкой и 17-летним подростком. Допустим, чирлидерша, у которой, скажем, 6 парней за плечами, которая сама может манипулировать кем захочешь, сама, в принципе, может являться хищницей. Хочу напомнить о презумпции невиновности. Суд его оправдал. Если бы он действительно предполагал, что в переписке есть нечто криминальное, то его, скорее всего, посадили бы. Не будем забывать, что это суд Америки и насколько у них все сурово законами. Но есть же суд публичного мнения, и он основывается на мнении большинства, и неважно, насколько оно право. Кевина Спейси оправдали, вы думаете, для них это что-то значит? Они по-прежнему уверены в его вине. И насколько это правильно? Насколько громко говорят об этом? Это справедливо? Как это вообще происходило? Сегодня хейтят ребят по типу Эндрю Тейта, которые выбирают 18-летних, 19-летних девушек себе в пары. Я не удивлюсь, что в скором времени возраст совершеннолетия в плане согласия достигнет 21 года, и всех этих ребят назовут PDF-файлами и просто отменят. Если вы думаете, что это невозможно, то просто вспомните, что не было возможно 10 лет назад, и что возможно сегодня. И почему сейчас? Эту информацию Twitch знал 7 лет, и вот бывший сотрудник просто взял и раскрыл ее. Может, тогда стоит также блокировать всех несовершеннолетних на подобных платформах? Я не оправдываю доктора Дизреспекта в его действиях, особенно когда у него была жена и ребенок, потому что это все отразится на них также, и он за это ответственен. К тому же, всплыли переписки с трансгендером, ну вы понимаете. Но все это моральный момент, в котором он явно облажался. Но действительно ли он заслужил отмену? Напомню, что 17 лет это не подтвержденный возраст, а лишь предположительный. Напишите в комментариях, что вы думаете. What I say.